Рассвет над полями в окно, смотрит солнце. Огонь в печи, а в доме уют и покой. А в сердце свобода, и дышится вольно. Здесь счастье найдется, здесь край мой родной. Деревня моя, нет милее тебя. Родной мой дом, где за окном просторы, свежий ветер. Березы шепчут у реки. Здесь душа моя счастливее всех на свете. Друзья, всем доброго утра. У нас сейчас 7:30 утра, 7:30 где-то. На улице у нас +4 всего. На траве роса. Все очень сырое такое. Солнышко вот только-только начало всходить. Следующей ночью вообще обещают +0. +0. Такое бывает, +0. Иду смотреть виноград. Вон, я не знаю, видно ли на камеру отсюда, какая роса на траве. Вон уже холодно достаточно так. Уже утром. Вроде как бабье лето жду я, но, видимо, в этом году бабье лето не особо теплое. Пока рабочий день не начался, хотелось виноград пособирать. Но смотрю, листья все мокрые. Наверное, нужно дождаться, когда подсохнет все. Одела перчатки, но, наверное, замерзну я. Лучше дождаться, когда все высохнет. Ой, смотрите, Триша бегает. Смотрите, какие у меня калоши все сырые насквозь. Я, значит, продолжаю бороться с урожаем. Делаю заготовки на зиму. И сейчас я вам покажу, что я заготавливаю на зиму, что уже заготовила, что еще планирую заготовить. И заодно покажу вам подарок моей подписчице, которому я очень рада. Вот Мася прибежала. Вот там за ней кнопка бежит. Масюта на дерево залезла. Маська. Белка с Масей воюют. У них какие-то терки постоянно. Мася, Бела, девочки, что вы договориться не можете? Белка, не приставай к ней. Она все время Масю задирает, потому что Маська у нее отнимает еду на завтраке. Смотрите, как она воинственно настроена. Масюта, давай я тебя спасу, давай. Тихо! Это что за ругань такая? Ну-ка. Масенька, Мася, моя девочка. Вот это такое вот у нас все время. Все время ругань такая вот между ними. Они прям друг друга не любят, да, Мася? Ты моя хорошая, ты моя сладкая. Это что такое? Девочки, помиритесь. Перестаньте ругаться. Зачем вы ругаетесь? Покажу подарок своей подписчице. Мне сделали просто невероятный крутой подарок, за что я очень благодарна. Сейчас я вам его покажу. В общем, вот такой крутой подарок мне подарила Надежда Ивановна. Огромная ей благодарность. Это сушилка для всего. Посмотрите, здесь и перец острый, перец сладкий можно сушить. Ягоды, томаты, персики, зелень, грибы, морковь, вишни, груши, яблоки, абрикосы и даже виноград. Я в восторге от этой сушилки. Она такая, знаете, металлическая. Мне нравится то, что она из металла, вот именно, а не из пластика. Это очень большой плюс, потому что редко сейчас такие сушилки найдешь вообще на маркетплейсах. Вот я здесь уже сушу яблоки. И уже насушила я груш, пробовала сушить кабачки, показывала в своем телеграм-канале. Вот такая вот она красивущая, смотрите. Вот здесь вот регулируется, значит, температура. Здесь кнопка включать-выключать. И вот так вот можно крутить, регулировать температуру. В общем, я в восторге просто от этого девайса. Это очень большая помощь мне по хозяйству сейчас, потому что я сушу все, что только можно. В морозилку уже ничего не помещается. Вот столько я уже насушила, как бы это совсем немного. Вот здесь вот груши сушеные, представляете? Вот здесь вот где-то 1,5 ведра груш у меня в этом пакетике. Вы посмотрите, какой пакетик, да? Ну, против света не видно, конечно, но, в общем, вот в этом пакетике 1,5 ведра груш, хотя я немножко еще поела. Вот здесь вот яблоки. Здесь тоже яблоки. И вот в этом мешке тоже яблоки. Это мы сушили с мамой еще в газовой духовке. Надо, кстати, их подсушить. Мне кажется, они немножко вяленые. В мешочке из органзы. Я, короче, озадачилась, в чем хранить все это сушеное дело. Кто-то говорит в стеклянных банках лучше, кто-то говорит в хлопковых мешочках. Я посмотрела на Вайлдберрис, это такая история не дешевая. Я вам скажу, что стекло, что хлопковые мешочки
Пока я положила в пакеты, я еще не знаю, что решить, в чем хранить. Я думаю, может быть, в стеклянных контейнерах. Кто-то говорит, старые наволочки, нужно пошить из них мешки. У меня, короче, нету времени шить эти мешки. В морозилке у меня все забито уже. Сейчас я вам покажу. В общем, давайте посмотрим, что у меня тут в морозилке. Так, наверное, вспышку нужно включить. Вот что у меня. Тут просто... Вот здесь контейнер с ягодами. Тут черная смородина, крыжовник. Так, а вот это у меня что? А, вот это красная смородина, крыжовник. Очень много малины. Вишня. Так, это опять крыжовник. Черная смородина, вон там я вижу. Ну, короче, здесь контейнер ягодами забит. Здесь у меня тоже ягоды. Так, это не ягоды, это грибы, по-моему. Пакетов 5 у меня, что ли, здесь грибов. Здесь опять красная смородина, вон там черная смородина. Под ними еще клубника лежит. Вот здесь отжатая тыква после сока и отжатая морковь после сока. И, к сожалению, не могу вот сейчас все это вынимать, показывать. Вон там замороженная брокколи еще лежит. Так, ну а здесь у меня немножко места для мяса. Чуть-чуть под шашлык, скажем так. Здесь опять грибы, здесь опять чуть-чуть под сосиски. А вот там у меня заготовки из тертых ягод. Это вот тертые ягоды с сахаром, полевая клубника, малина. Ну, еще место чуть-чуть есть под виноград. Я планирую еще виноград заморозить. Так, а что у меня из заготовок в холодильнике? Значит, я варила соус ткемали. Остренький у меня получился из слив. Вот он здесь. У меня 2 бутылки его. Одну бутылку я начала уже пробовать. Здесь хренадер. У меня уже я полбутылки съела. Вон там целая бутылка хренадера. Это томаты с хреном, с чесноком. Так, ну здесь у меня домашние яйца, вот здесь баночка с огурцами, вот здесь я еще не успела доесть желе из груши, яблок, по-моему. Так, чтобы что-то показать, вот еще 3-литровая банка огурцов, там еще огурцы, вот здесь вот желе из груши, яблок опять, и там под зеленью, сейчас подождите, попробую расковырять, и там еще 3 банки. Короче, там еще 3 банки вот такого желе. Так, вот здесь у меня еще банка желе из груши яблок. Так, вон там еще банка. Вот это вот вяленая слива, которую я пыталась сушить, но не досушила, кстати, ее надо посушить до конца. Я ее держу в холодильнике, чтобы она не испортилась. Вон там 3 банки лечи еще с болгарским перцем. Вот здесь еще банка лечи, вот здесь огурцы. Вон там еще огурцы, короче. В общем, у меня весь холодильник забит заготовками. В общем-то, мне одной вот этого всего хватит. Уже достаточно на зиму мне этого всего. Еще я планирую сварить компот из винограда. Нужно еще купить банки под него стеклянные. И еще планирую чуть-чуть заморозить виноград. Виноград я, кстати, в этот же день собрала вместе с соседкой. Поделилась с ней виноградиком. Вот таких 2 ведра мы собрали. Она тоже будет варить компот, а я частично замораживать его буду. В общем, вот такая история, друзья. Я продолжаю сушить, насколько это возможно, яблоки и ищу тару под них. Кстати, в сушилке яблоки очень вкусные получаются. Они как чипсы. Вот. Они ломаются как чипсы. Очень вкусно это дело. Сравните, вот эти были высушены в сушилке, да? А вот эти я сушила, когда у меня еще сушилки не было, в газовой духовке. И они прям такие мягкие, знаете. Ну, из них только компот варить, так их есть не очень-то вкусно. Вот так вот выглядят сушеные груши. Но они, мне кажется, не досушились до конца, потому что они не ломаются, как яблоки. Хотя, может быть, у них структура такая должна быть. Но они тоже очень вкусные. Значит, пока у меня не было сушилки, мне все советовали сушить на печке, русской или в печке. Наташа, у тебя же печь. Так понимаете, чтобы затопить эту печь, это же целая история, нужно потратить на это целый вечер, это возня целая. Одну только печь, чтобы затопить, дождаться, пока она прогорит, и потом будет давать тепло, и только потом положить туда яблоки, чтобы они не сгорели, да, как бы на противне. И противни, кстати, у меня не так много, у меня, по-моему, 1-2, ну, максимум 3 противня, много ты на них не насушишь. В общем, история сушки яблок в печи, она такая не очень скорая, скажем так. В общем, друзья, чтобы затопить русскую печь, нужно, наверное, как минимум часов 6. Это нужно пока принести дрова, заложить дрова, разжечь их, пока они разгорятся, потом пока они прогорят, подождать. Потом, значит, пока она немножко подостынет, чтобы яблоки не сгорели. И только потом нарезанные яблоки в противне или на печку можно класть, или вот в нее внутрь, да. Поэтому печь это такое временно затратное дело. Бабушки наши, когда занимались бытом и хозяйством и топили печи,
Они занимались исключительно бытом и хозяйством, скажем так. А я еще работаю, и мне нужно еще успевать делать какую-то работу по саду, по огороду, работать по 8 часов 5 дней в неделю. То есть на заготовки у меня времени вообще практически нету. В общем, печь — это такое дело не быстрое. Я считаю, что печь — это, знаете, чисто для удовольствия. Это вот когда хочется сесть, посидеть, погреться у живого огня, когда на улице холодно, посидеть в этой атмосфере. Так вот, на чили, на расслабоне, потопить печку, посмотреть на живой огонь. Но никак не для хозяйства она, по крайней мере, для меня так это точно, потому что у меня всегда дефицит времени здесь, друзья. Очень большой дефицит, поэтому сушилка — это большое подспорье для меня. И огромная благодарность Надежде Ивановне за эту сушилку, потому что в этом году я очень сильно потратилась на обустройство дома, очень сильно вложилась, вставила окна, сделала шторы, еще кое-что планирую сделать в доме. Об этом я вам покажу в следующих видео чуть попозже. То есть я очень много вложилась, и я вообще не была готова к такому обилию урожая. Как вы понимаете, чтобы переработать весь этот урожай, нужна тара, нужно время. Ну, в общем, сушилка мне значительно экономит время, даже несмотря на то, что у меня есть печка и газовая плита. В газовой плите, кстати, не очень хорошо сушатся сухофрукты. В общем, понимаете, да? Поэтому огромная благодарность вам, Надежда Ивановна, за сушилку. Она такая крутая. Я не могу ей просто нарадоваться. Она мне очень-очень поможет заготовить очень много фруктов на зиму, посушить. И, возможно, я даже буду сушить овощи. Кстати, такое большое обилие урожая яблок и груш я еще никогда нигде не видела. Все яблони облеплены буквально как облепиха вот этими плодами, и груши тоже. Я продолжаю ими делиться с местными, продолжаю делиться с друзьями, соседями. И даже разместила объявления на Авито, пытаюсь их как-то продать, но что-то у меня не очень-то их покупают, если честно. За весь период размещения объявлений на Авито написало несколько человек, и то так поверхностно заинтересованных. Ну, не знаю, посмотрим, может быть, еще кто-то напишет. И вообще, я, знаете, что поняла? При всем желании я сама не смогу переработать весь этот урожай, даже если буду работать 24/7. К сожалению, на видео я не могу показать масштабы, я даже не знаю, как это показать, насколько это много. Я периодически в Телеграме делюсь, насколько много у меня всего, но я понимаю, что через камеру это не передать, и люди видят только частично мой урожай. По моим ощущениям, здесь вообще нужна бригада садовников, чтобы это все собрать только, и не говоря уж о том, чтобы переработать. Друзья, вышла на улицу, жду курьера с Вайлдберрис, когда он мне привезет заказ. У нас на улице уже по вечерам так холодеет, холодно уже. Ночью сегодня вообще 0 обещают. По ночам я уже обогреваюсь котлом. Включаю котел на всю ночь на минимальную мощность, но тем не менее холодно ночью уже в доме, поэтому я его отапливаю. Друзья, я сейчас вспоминаю те времена, когда я отапливала дом печью. Это было настолько тяжело. Постоянная возня с этими дровами. Одно только перетаскивание дров туда-сюда — это очень большая тяжесть, особенно если ты женщина, которая ростом 160 сантиметров и весом 50 килограмм. Вы знаете, я вспоминаю, что я иногда настолько уставала от того, что отапливала дом печью зимой, особенно в морозы. Я просто включала все возможные обогреватели, которые у меня были. Вот они более-менее меня как-то спасали, давали мне отдых. Друзья, я знаю, что очень много меня смотрят людей, которые тоже уже купили дома в деревне, живут, может быть, отапливаются тоже печью. Обязательно запаситесь обогревателями, тепловыми пушками, потому что вот, например, если вы очень сильно устанете, заболеете, у вас будет температура, сил не будет, вы не сможете просто физически таскать эти дрова, постоянно подкидывать их в печь, поддерживать тепло в печи, это будет физически очень тяжело. Я помню, что я заболела как-то, у меня была высокая температура, мне даже не было возможности растопить печь утром, потому что я была очень слабая. И в этот момент обо мне некому было позаботиться. Мама, сестра в городе, у них там тоже, они все болели в этот момент, и некому было приехать. В общем, я спасалась, знаете, чем? Я спасалась обогревателями. Я включала все возможные обогреватели, которые только есть. Насколько это возможно. У меня 2 обогревателя и 1 тепловая пушка. Вот, поэтому обязательно запаситесь обогревателем. И я вам сейчас порекомендую один очень крутой обогреватель, о котором подробно сейчас вам расскажу.
Друзья, даже при газовом отоплении я у себя в доме на всякий случай всегда держу обогреватель от компании Теплоэко. Ну, потому что мало ли что может случиться, например, отопительная система может сломаться прямо зимой или отключат газ. И даже при печном отоплении обогреватель никогда в доме не будет лишним, как я уже сказала, да, бывают разные случаи. В общем, друзья, я выбрала кварцевый обогреватель от компании Теплоэко за то, что он греет так же, как и русская печь. Он не выжигает кислород, не сушит воздух, он достаточно медленно нагревается, но когда он нагрелся, он очень долго держит тепло, как кирпич практически. И отдает это тепло даже тогда, когда вы его выключаете из сети. Кстати, если дополнительно к этому обогревателю приобрести терморегулятор от компании Теплоэко, то у вас будет значительно экономиться электричество. Будет уходить от 2 до 3 киловатт электричества в сутки. К тому же к этому обогревателю в комплекте можно приобрести вот такой вот конвектор, который тоже работает от сети. И он будет вот воздух, который нагрел обогреватель, разносить еще больше по помещению. От этого мощность и эффективность обогревателя увеличивается в разы. Кстати, на будущий год я планирую ставить теплицу, и, возможно, этот обогреватель в теплице мне тоже очень пригодится. А еще обогреватель от компании Теплоэко имеет пожаробезопасность 1 уровня, а также интегрируется с умными приборами различными. В общем, кому он тоже очень понравился, рекомендую вам купить, я оставлю ссылку под этим видео. В общем, желаю всем тепла и уюта в доме этой зимой. Вот, жду курьера, сейчас он должен подъехать с Валберес. Я заказала себе матрас, друзья. Новый матрас такой, как это называется? В общем, я его попозже вам покажу. Сейчас встречу курьера. Друзья, я заказала себе наконец-то ортопедический матрас. В общем, друзья, вот мой новенький матрасик, так он выглядит. Это ортопедический матрас. Я так давно мечтала об ортопедическом матрасе, вы не представляете. Короче, когда я заехала в дом, значит, здесь уже была вот эта кровать двуспальная. И в ней уже был матрас. На первое время мне как-то, вот хватало и этого. Было не до кровати, не до матрасов. Как бы у меня там другие были хлопоты и заботы, да. Но проблема в том, что старенький матрас, который находится на этой кровати, вот он под новым лежит, да. Я сейчас просто его положила расправить и вам показать. Проблема в том, что старенький матрас, который вот здесь на этой кровати лежал, он пружинный, и он очень жесткий. На нем очень-очень некомфортно спать мне было. Я мучилась 2 года, и вот наконец-то решила купить себе ортопедический матрас, друзья. Я его еще пока не испытала, не испробовала. Я вот только его расправила и жду, когда он наберет воздух. Там написано в инструкции, что нужно его расправить, положить просто и где-то сутки или 2 суток подождать, пока он расправится. И вот материал какой-то там такой специальный, который принимает форму человеческого тела или как там. Он анатомический, ортопедический, значит, с разных сторон этот матрас имеет разную жесткость. Вот с какой-то стороны он очень мягкий, я еще пока не испытывала, не пробовала, а с какой-то стороны он пожестче. Я так счастлива, друзья, вот еще осталось подождать мне 2 сутки, и я наконец-то буду спать на нормальном новом матрасе, очень комфортном. Вот, к слову сказать, это, скажем так, моя подготовка к будущей новой кровати. Пока новую кровать себе не купила, но, по крайней мере, новый матрас у меня уже есть, и будет спать уже мне более комфортно. В общем, я рада этому матрасу не только потому, что он невероятно комфортный и еще с массажным эффектом, но еще потому, что всю жизнь, друзья, я жила так, что я постоянно спала на каких-то чужих кроватях, чужих матрасах. Например, 7 лет я снимала квартиру и спала на хозяйском диване. Вот здесь мне тоже достался матрас и кровать от предыдущих хозяев в наследство. То есть постоянно у меня были какие-то бэушные кровати, матрасы. А в этот раз у меня появилась наконец-то возможность купить себе именно тот матрас, который мне хочется, который мне нравится. Поэтому я так счастлива. Так, друзья, еще хочу похвастаться вам своими покупочками небольшими, да. Еще вот я приобрела вот такую вот штучку. Эта штука вырезает сердцевину из яблока. Вот здесь она колпачок на ней. Короче, вот здесь нож, вот этот нож втыкаешь в сердцевину яблока, вот так вот, и сердцевина яблока остается вот здесь, вот в этой штучке. И она как прищепка, видите, раз вот так нажимаешь на нее, оттуда можно вынуть эту сердцевину. Вот, еще купила набор вот таких вот, как это назвать, ножей фигурных разных всяких.
клеточкой, не клеточкой, мелкой клеточкой, волной. Вот даже вот есть волной. Из-за чего я вот этот вообще набор взяла, да, вот у него в наборе есть вот такая вот штучка, которая поможет мне резать яблоки очень быстро. То есть одно яблоко положил на доску, вот так хрясь, и у тебя сразу много-много долек. И отправил на сушилку. Еще, друзья, я купила 2 вот таких вот горшочка шикарных. Сюда я буду сажать, значит, комнатные томатные помидорки черри. В один горшок посажу, а в другой горшок посажу остренький перец чили, который у меня сейчас растет на грядке. Его нужно пересадить. Сейчас я вам покажу все, что хочу посадить в эти горшки. Вообще, если честно, впервые я решила выращивать томаты черри на подоконнике и перец острый. Не знаю, что получится, посмотрим. Но у меня уже вот есть опыт, например, выращивания мяты на подоконнике. Она у меня всю зиму росла. Вот 2-й год уже в этом горшке живет эта мята. И петрушка также живет 2-й год в этом горшке. Я периодически и то, и другое обрезаю. Они снова дают новые ростки. Вот, надо ее еще обновить. Я здесь еще и не обрезала с лета. Летом, кстати, эти горшки у меня жили на улице, выгуливались. А вот сейчас я их поставила в дом. Сейчас я вот их обрежу, и они дадут новые веточки, новую поросль. Надо им, кстати, землицу еще обновить, надо им. Вот. И, значит, я заказала на Валберес разные сорта томатов черри, которые можно выращивать на подоконнике. Еще, честно говоря, я не определилась, какой именно сорт я буду сажать в горшок. Я просто взяла в наборе семена, они стоили гораздо дешевле, чем если какой-то один пакетик брать. Вот у меня вот здесь вот сорта томат вкусника для выращивания на лоджиях и балконах или на подоконниках, даже в деревенском доме. Вот томат филиппок, бомбини, это сорт томат какой-то к Новому году. Возможно, даже к Новому году у меня будут такие маленькие помидорки. Там томат ампельный и томат пиноккио. Я, честно говоря, не знаю, какой именно я буду сажать, друзья. Подскажите, какой вы выращивали черри на подоконнике, если вы выращивали зимой. Какой из этих будет лучше? Напишите в комментариях, пожалуйста. Я выберу какой-то самый-самый и его посажу. А остальные я оставлю для будущего года. В общем, вот этот перчик, друзья, он остренький, и я его планирую держать у себя на подоконнике. Посажу в горшок, он мне будет давать плоды всю зиму. Вот сейчас мне пока некогда этим заниматься, но завтра воскресенье, у меня выходной, надеюсь, что будет время его пересадить. Нет, друзья, вы только посмотрите. Я, значит, застелила этот матрас пледом, пока он расправляется, лежит тут, да. И уже первый тестировщик нашелся этого матраса. Вась, давайте возьмем у него интервью. Как вообще ему лежится на таком новом матрасе дорогущем? Вась, как тебе вообще матрас? Тебе нравится он? Скажи нам, пожалуйста. Ну только посмотрите, первый испытатель. Такое ощущение, что матрас я купила не для себя, а для Васи. Васек. Ну хорошо, что я его хотя бы пледом застелила, чтобы он его не испачкал. Вот, буду ждать, пока он будет расправляться 2 суток, но, к сожалению, вот, смотрите, еще один естествоиспытатель моего матраса, Буся, познакомьтесь, испытательница Буся. Короче, коты, ну вы чё, я еще сама не лежала на нем, а вы уже его облепили. Капец, друзья. В общем, вот так вот и живем, друзья. Делим матрасы дорогущие с котами. Ну вот пока и все на этом, друзья. Я поделилась с вами кусочком своего деревенского быта. Пишите, что вам понравилось из моих покупок, что не понравилось, что еще можно купить, докупить или не купить. Вот. А на сегодня все. Всех благодарю за внимание, за лайки, подписки, комментарии, донаты. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.